Гиены окружили старого льва и уже готовились напасть, чувствуя его слабость. Казалось, что у него уже нет шансов выжить, но вдруг из-за высокой травы появился тот, кого гиены смертельно боялись. Лев по имени Арслан много лет жил на территории национального парка Намиб и за это время стал настоящей легендой этих мест. Когда-то его крепкое тело и густая темная грива привлекали внимание каждого, кто приезжал сюда увидеть дикую природу. Стоило лишь взглянуть на то, как он спокойно и величественно шагал по выжженной солнцем равнине, и становилось ясно, что перед вами истинный владыка этих земель. Его глубокие янтарные глаза смотрели уверенно и спокойно, а тяжелая и уверенная поступь заставляла даже самых осторожных хищников держаться на расстоянии. Леопарды предпочитали обходить его стороной, а гиены редко решались приближаться. На охоте он почти всегда добивался успеха и никогда не позволял другим хищникам забрать свою добычу, поэтому мало кто осмеливался бросить ему вызов. Но время не щадит даже самых сильных, и постепенно возраст начал сказываться на Арслане. Его когда-то пышная грива стала редкой и потускнела, мощные плечи утратили прежнюю силу, а движения стали тяжелыми и медлительными. Охота давалась ему все труднее, ведь прежней скорости уже не было, и догнать быструю антилопу становилось практически невозможно. Со временем его прайд распался, молодые самцы заняли его место, и старый лев остался один посреди огромной саванны. Мелкие раны появлялись все чаще и заживали все медленнее. Туристы все реже замечали его на просторах парка, слышали лишь рассказы гидов о некогда грозном хозяине этих земель. Худой и взъерошенный, он медленно передвигался под палящим солнцем, больше всего его тревожили постоянные нападения других хищников. Гиены, которые когда-то боялись даже приблизиться к нему, теперь почувствовали его слабость. Они внимательно наблюдали за каждым его движением и ждали подходящего момента для атаки. Нередко Арслан был вынужден часами лежать в высокой траве, стараясь не попадаться им на глаза и избегать их преследования. В этом же национальном парке работал рейнджер по имени Денис, который особенно уважал этого льва. Он наблюдал за его жизнью еще с тех времен, когда тот был молодым и сильным, и в своей старой рабочей тетради записывал разные события, связанные с этим животным. Даже когда лев начал стареть и слабеть, Денис продолжал время от времени следить за ним издалека, готовый в любой момент помочь. Для него этот лев был не просто частью природы, а символом самой саванны, существом, которое заслуживает уважения до последнего дня. Патрульный автомобиль Дениса часто пересекал раскаленные равнины парка в поисках старого льва. Несколько раз ему удавалось находить Арслана истощенным и едва держащимся на лапах. Каждый раз рейнджер колебался, ведь вмешательство человека в жизнь диких животных может нарушить естественный порядок природы. Но сочувствие не давало ему просто наблюдать со стороны. Он сообщил другим сотрудникам парка о состоянии льва и договорился с ними, что при необходимости они смогут быстро прийти на помощь. Однажды в особенно жаркий день Арслан медленно шел по сухой равнине, ослабленный несколькими днями голода. Каждый шаг давался ему с огромным трудом, дыхание становилось прерывистым и тяжелым. Вдруг вдалеке появилась стая гиен. Они внимательно следили за ним, понимая, что прежней силы у него уже нет. Сначала они осторожно кружили вокруг, рыча и постепенно сокращая расстояние. Затем внезапно начали нападение, стараясь загнать старого льва в ловушку. Арслан попытался уйти, но его ослабевшие лапы уже плохо слушались. Он остановился, и в тот же момент гиены воспользовались его слабостью. Их острые клыки оставляли на его теле болезненные раны. Его слабый рык уже не производил прежнего впечатления и не заставлял их отступать. К счастью, неподалеку находился Денис со своей патрульной группой, и они заметили происходящее. Увидев, что старый лев оказался окружен, они немедленно направили автомобиль в его сторону. Гиены на мгновение растерялись, увидев приближающихся людей, и рейнджер, не теряя ни секунды, выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть их.
Испугавшись шума и приближающейся машины, стая быстро разбежалась и скрылась в высокой траве. Арслан остался лежать на земле, тяжело дыша и почти не двигаясь. Сотрудники парка осторожно подошли к нему и внимательно осмотрели раны, убеждаясь, что он все еще жив и что травмы не смертельны. После короткого обсуждения они решили срочно доставить его в Центр помощи диким животным. В реабилитационном центре команда ветеринаров сделала все возможное, чтобы помочь старому льву. Его раны тщательно очистили, обработали и перевязали, а также начали вводить жидкости, чтобы восстановить силы организма. Сначала Арслан был напряжен и испуган, но постепенно начал понимать, что люди рядом не причинят ему вреда. Врачи применяли обезболивающие средства и антибиотики, чтобы избежать заражения. Однако его организм был сильно ослаблен, поэтому восстановление проходило медленно. Вскоре специалисты поняли, что лев уже слишком стар, чтобы снова вернуться в дикую природу. Так бывший король этих равнин оказался в отделении интенсивного ухода. Каждый день сотрудники центра приносили ему свежее мясо и внимательно следили за его состоянием. Денис часто приезжал навестить его, словно отдавая дань уважения прожитым годам льва. Он сидел рядом, тихо разговаривал и иногда осторожно гладил его, будто стараясь поддержать старого хищника. Постепенно раны начали заживать, а его грива немного отросла. Хорошее питание помогло ему немного окрепнуть, и он уже не выглядел таким истощенным. Через некоторое время стало заметно, что в его теле начали возвращаться силы. Но годы оставили свой след, и прежнюю мощь вернуть уже было невозможно. Даже короткие прогулки быстро утомляли его, и после них он долго отдыхал. Но иногда он все же издавал негромкий рык, напоминающий о том, что перед людьми все еще лев. Этот рык был тихим, но в нем чувствовались гордость и память о былом величии. Когда история спасения старого льва стала известна, многие люди начали приезжать в центр, чтобы увидеть его. Они слушали рассказ о его долгой жизни, о трудностях старости и о том, как люди помогли ему выжить. Вид Арслана трогал каждого, кто его видел. Денис иногда сидел рядом и вспоминал времена, когда этот лев свободно ходил по утренним равнинам. Перед его глазами всплывала картина, как мощный хищник преследует стадо антилоп, а затем оглашает саванну громким ревом. Теперь это осталось лишь в воспоминаниях, а рядом был старый уставший король, который старался достойно прожить свои последние годы. Многие посетители фотографировались возле вольера, чтобы привлечь внимание к защите дикой природы. Все понимали, что старость и суровые законы природы неизбежны, но человеческая забота способна сделать финал жизни более достойным. Итак, Арслан, бывшая легенда парка Намиб, продолжал жить среди людей, став живым символом силы, времени и хрупкости былого величия. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.